Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 24 по 30 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Он не расскажет о личной истории каждого. Но я надеюсь, если мы будем рассматривать как какие-то альтернативные варианты развития событий или нашего восприятия, какой-то мы инсайт все равно получим. Или прислушавшись к своей интуиции, глядя на метафорические образы карт, ну, какую-то подсказку вы для себя найдете в этом видео точно. Давайте мы достанем первую карту. Она у нас традиционно называется «Что важно знать?». Что для вас важно знать, по мнению карт, мои дорогие стрельцы? Ведь это у нас уже последняя неделя июля, время летит. Что важно знать? Вторая карта. Чего не избежать или неожиданности возможные? Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Мы достанем еще одну карту и назовем ее «Что от меня скрыто?». Имеется в виду, не кто-то скрывает, а как будто я могу не заметить, не придать значения. И по основным сферам жизни мы тоже достанем карты: дела, работа, бизнес, финансы. И про любовь, про личные отношения, что нам скажут. Итак, что важно знать. Вообще, знаете, может быть какое-то ожидание, какая-то неспешка. А я бы сказала, спокойная неделя. Может быть, будут вопросы, связанные с вашей семьей, с супругом, с детьми. Или будете вы что-то улучшать у себя дома. Или, ну, может быть, обдумывать какие-то свои честолюбивые планы. Но здесь больше все в каком-то спокойном режиме. Есть здесь и приятные эмоции, и чувства. Но где-то есть и имущественно-материальные вопросы. Но по одной карте нам уже обещают, как будто, ну, не торопись, тут придет где-то в свое время все, не ускоряй самого себя, где-то не тормоши. А если сложится та ситуация, когда, ну, необходимо действие, тогда тоже словно нужно что-то просчитать, понимаете? Поэтому какая-то горячность нам точно не помогает. А вот в каких-то вопросах хладнокровие будет, ну, хорошим помощником. Давайте посмотрим, чего не избежать. Ну, вот нам дополняет карта как раз предыдущую. Это у нас карта повешенного. Какая-то ситуация могла словно замереть, застыть, или что-то становится на паузу, или уже было в этой паузе, и, ну, пока есть какие-то неопределенности. С другой стороны, ведь это как подсказка. Может быть, не торопись, чтобы увидеть все какие-то грани определенного дела или предложения, или вашего статуса на сегодняшний день, чтобы, знаете, мы не должны попасть в какую-то зависимость все-таки по этой карте. Мы, к примеру, не должны согласиться на какую-то мутную сделку или больше избегать людей, которые такие, знаете, странно, непонятно, ненадежные. Все-таки по королеве кубков идет интуиция и мудрость. Поэтому будьте мудры, интуитивны. Это старший аркан. И о чем нам говорят? Обстоятельства на нас влияют. Чего-то мы изменить не можем. Поэтому вот так мудро рассмотреть какую-то ситуацию определенно стоит. И если мы себя где-то, ну, не тормошим, не педалируем какую-то обстановку или конкретное событие, мы увидим то, что на первый взгляд вот как раз от нас может быть и скрыто. И тогда очевиден будет более, как решить проблему, итог вот, да, или как совет мы сами себе можем дать. И как раз какую-то застарелую проблему мы будем точно знать, как нам действовать в этой ситуации, что будет дальше, как будто мы сумеем предвидеть, чтобы выйти из какого-то замкнутого круга, если действительно череда событий уже как в какое-то колесо складываются. И от наших правильных действий, мыслей будет как раз зависеть, если мы переворачиваем как будто ситуацию, то человек, посмотрите, он словно танцует, и вот эти цепи, они его не держат, он словно себя ими закрепил. Мы что-то из минуса можем перевести в такой, знаете, кардинальный плюс, когда останемся горды и довольны собой, мои дорогие стрельцы. Но вообще спокойной энергии. Чему сейчас не время?
Не время конфронтации, не время что-то вспоминать из прошлого. И даже люди, кстати, такой планетарный период, как раз конец июля, да и ретроградные планеты, да у нас еще и Лилит присоединяется как и к Солнцу, так и к Меркурию 23 числа. Как раз это все на нас оказывает влияние. Здесь может быть много ложной информации, каких-то фейков, людей, которые вернулись из прошлого, чтобы с нами буквально поскандалить. Может быть, был какой-то прежде минусовый случай, а кому-то захочется его обновить. То есть самая разная ситуация, потому что черная луна или Лилит, она, знаете, вот всю нашу условно подноготную поднимает наверх, или какие-то тайны. Кстати, могут быть и когда тайное становится явным, вы случайно можете новость какую-то услышать, и это будет касаться вашей проблемы, но как будто рано действовать или рано, ну, не нужно с кем-то разбираться. Мы здесь сохраняем собственные принципы самого себя и очень внимательно наблюдаем, как будут развиваться события дальше. Вот тогда вот такие энергии нам помогают. А что в принципе нам помогает? А вы знаете все то, что я сказала. Верховная жрица – это карта тайн. Это тоже карта мудрости. Предугадать, может быть, на пару шагов. Увидеть как раз то, что скрыто. Вот правда может проиграться как-то Лилит или черная луна. И если мы уже говорим про Меркурия, да, 23 июля, да, плюс в купе с Лилит, знаете, здесь может быть как еще помимо ложной информации или какой-то неправдивой, здесь может быть сбой платежных систем, например, да, электронных, или задержки с деньгами где-то, потому что все же, если особенно через интернет какие-то новости, тут тоже вот какая-то может быть заминка или посредством интернет, если какой-то документ, допустим, нам должны переслать, тут может быть какая-то задержка, нам об этом и говорят, потому что Меркурий ведь все, что связано как с системами общения, да, как вот где-то с гаджетами или электронными технологиями. Это все, как и новости, информация, и где-то перемещение, это все идет по Меркурию. И вот в соединении с Лилит тут какая-то, как и турбулентность может быть, так и может быть парадоксальная даже ситуация. Поэтому включаться в нее так точно нет. Нам то, что будет казаться, может совсем на самом деле и не быть. А нам нужно увидеть именно подноготную, разобраться в чем-то. Поэтому будьте мудры, хладнокровны. И как раз вот эту как бы основу айсберга, не верхушку, а то, что скрыто под водой. Наша задача увидеть и оставаться независимыми. И я могу точно сказать, по карте повешенного нас не должны втянуть, как в какую-то мутную сделку, вот как я уже говорила, или мы не должны согласиться на что-то. Будьте внимательны. Может быть, предложение такое выглядит вау, ах, а потом так все перевернется, что расхлебывать будем мы одни. Поэтому по Верховной Жрице, это карта тайных знаний, вот эти как будто знания, предвидения вам будет важно просчитать собой, не рисковать, оставаться независимыми. Нам это все помогает. И, кстати, тайна какая-то может стать явью. И у кого-то ведь это проиграется, ваша тайна тоже может случайно так вот выплыть на поверхность. Ну, а для кого-то проиграется чья-то тайна. Что от нас скрыто? Какие-то новые возможности, наша задача не просто увидеть, а еще и сделать правильный выбор. Все-таки двойка, да. Мы могли соглашаться или двигаться, допустим, в двух направлениях, или соглашаться тоже как бы и вашим, и нашим. Но правда, пытаться усидеть одновременно на двух стульях, вот это состояние, оно может проходить как раз по двойке жезлов. Вы знаете, на этой неделе, я бы сказала, тактика такая будет очень правильная. Но мы не просто где-то лавируем, да, а мы должны выиграть словно время перед тем, как вот мы сделаем этот выбор и его обнародуем. Вот сейчас ведь мы никому ничего не заявляем, но на этой неделе работа интеллекта, мысли как раз она предусмотрена, потому что нам нужно с чем-то разобраться. Что-то должно быть, ну, условно исключено,
в пользу чего-то другого. Это от нас скрыто. То есть нам придется какой-то выбор, мои дорогие, делать, хотим мы этого или нет. Но вот как раз обдумать идеальное время. Но это, знаете, карта все-таки это жезл, это ваша энергия, когда у нас, может быть, это два предложения поступят либо по работе, либо по отношениям. Такое тоже может быть с учетом Верховной Жрицы, если был любовный треугольник. Вы вполне можете на этой неделе встать перед конкретным выбором. Итак, что дальше? Вот здесь и есть это, что дальше, правда? Так вот, даже на карте нам изобразили словно врата, да, и там олень изображен. Это как мечта какая-то, которую мы хотим достичь, и мы выбираем, куда же мы идем. Дела, работа, бизнес. Но нет ничего невозможного. Будьте магом. Вот все то, что я сказала по двойке жезлов, здесь ведь где-то работа интуиции и очень пристального наблюдения, как развивается ситуация. Конечно, мы можем тоже столкнуться с людьми, которые прекрасные манипуляторы, но и у вас такие энергии. Здесь мы можем очень многое решить. И вот королева кубков, да, мы сказали ожидание какое-то, мудрость, интуиция. Верховная жрица у вас выпадает. И карта мага. Это вот все где-то одни энергии, достаточно хладнокровные. Никакой горячности, мои дорогие стрельцы. И даже если где-то нас там вот, ну, прямо подмывает стартануть или что-то сделать, нет, настолько как-то совершенно по-другому. Вот, наверное, как маг. Он ведь не всегда уходит от конфликта. Он себя никогда не поставит под удар. Он поставил перед собой цель, и он ее должен достичь. Причем не в плане нарушения законов и опять же себя поставить под удар или согласиться на какую-то неприемлемую ситуацию или скользкую ситуацию. Нет, это маг, он выходит всегда сухим из воды. А у нас планетарные события таковы, что мы собой, ну, трижды, наверное, не должны рисковать, потому что даже по прошествии нескольких лет, если мы думаем, что ну как-то дело прокатит, так вот нет. Действительно, тайна станет явным даже через годы. И такое может быть. Поэтому риск мы всячески исключаем. Но будьте прозорливы и внимательны. Это старший аркан. Где-то вам возможности будет давать сама Вселенная, словно высшие силы. Что-то, какой-то вопрос, как минимум один решить. Может быть, это будет зависеть, какое-то дело от вашей как раз неспешности, внимания. Или какой-то паузы, может быть, даже, да, когда мы наблюдаем, как развивается событие, а мы за это время делаем выводы, и после этого какой-то старт или какое-то важное решение примем. Ну, у каждого свой какой-то вариант. Что у нас с деньгами? Деньги. Десятка пентаклей. Нам клад показан, да? И две как будто мыши, крысы. Это как раз по части финансов очень благополучный зверек, который говорит, что он все сохраняет. Мало что нашел деньги, так еще и как будто в свою кубышку понесет. Поэтому деньги будут, но деньги мы как будто не тратим вот так. Хотя у кого-то могут пройти вопросы, связанные, может быть, купля-продажа недвижимости или вопросы как-то по имуществу, могут проходить вопросы вашей семьи, опять же, какого-то достатка. Но в целом мы можем и решать, кстати, вот из этой сферы какие-то разные, ну, направления, задачи, тут темами этими заниматься. Но нам уже карта обещает как бы успех финансовый. И в личной жизни семерка кубков. Это те 7 кубков, которые хочется иметь, причем все и сразу, но так не бывает, поэтому придется с чем-то одним определиться, мои дорогие стрельцы. У нас просто, даже если мы говорим о делах наших или планах, тогда у нас часов в сутках не хватит прям все проекты осуществить. Быть более рациональному, хладнокровному, не одевать розовые очки в целом. Нам советует карта. И с чем-то, опять же, определиться. По сути, это все то, что я сейчас рассказывала. Долго уже повторяться не буду. Правда, есть какой-то вот выбор у вас сейчас. Может быть, вам где-то... Это ведь приятных эмоций карта.
когда хочется расслабиться, когда мы, знаете, тут десятка пентаклей, правда, новости какие-то хорошие. И здесь энергии-то такие приятные на неделе у нас могут быть. А нам как будто надо в каком-то вопросе переключиться на совершенно противоположное, холодное, беспристрастное. Транслировать, кстати, дружелюбие, контакты, но при этом быть совершенно как будто, знаете, в другой плоскости. Вот это важно. И тогда мы для себя примем рациональное решение. Видимо, это будет дважды важно, чтобы не поддаться какой-то иллюзорности, может быть, не попасться на крючок или не согласиться на что-то. Но определенно Его Величество выбор. Вы можете даже и не видеть или не хотеть именно теперь что-то обдумывать, какую-то ситуацию, принимать решение. Но, может быть, обстановка вас подталкивает к этому выводу или выбору, какому-то Соломонову решению, мои дорогие стрельцы. Но у вас и возможности огромные. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.